Друзья мои, я вас всех приветствую, поздравляю уже с наступившим Новым годом. Я лично очень рад, что 2020 наконец-то закончился, так как для меня и моей семьи он получился довольно-таки сложный, но в то же время интересный и во многом поучительный. Но сейчас время праздника, время застолья с друзьями, с родителями, время классных историй. И, собственно, одну из таких историй из своей жизни я и хотел бы вам сегодня рассказать. Речь пойдет о автопробеге, который мы совершили со Славиком и Димоном летом уже прошлого года в рамках съемок проекта Рывкачи 2.0. Вообще идея автопробега уже давно сидела в моей голове, еще со времен тайских каникул. Некоторые участники данного проекта не дадут соврать. Я предлагал взять большой классный автобус, забрендировать его и где-то в течение месяца, с середины декабря по середину января все вместе проехать какой-то отрезок пути по территории нашей страны, по дороге снять классный лайфовый контент и отметить Новый год. Но я думаю, что все-таки люди испугались. Собственно, и у меня прокрутились мысли в голове, что дорога сама по себе, она опасная, а дорога зимой вдвойне и втройне опасна. Поэтому идея осталась идеей на какой-то срок. И летом 2019 года опять я начал об этом думать, понял, что я все-таки хочу это сделать, но автопробег должен пройти не зимой, а летом. И в 2019 году, в сентябре, я озвучил, что будет такой автопробег, я начал к нему готовиться. Я сразу понял, что я хочу проехать всю страну, не какой-то отрезок, а всю страну, поэтому я смело выделил на это сразу все лето, это чуть больше 90 дней. Вот, еще понимаю, что если нужно будет, то можно, в принципе, до 100 дней дотянуть, поэтому во многих социальных сетях я и сказал, что это будет 100-дневный автопробег, собственно, так оно и получилось. Мы немножечко до автопробега еще покатались, и после автопробега еще в некоторые места заехали, поэтому это был 100-дневный автопробег. Самое трудное, наверное, это было найти единомышленников, потому что 100 дней находиться в пути — это 100 дней не работать. Если человек имеет работу, которая не связана с каким-то онлайном, то тогда, конечно же, не имея еще кубышечки в виде какого-то сбережений, какие-то обязательные платежи, семью, какую-то работу, которую ты должен финансировать, то это, конечно, довольно-таки сложно. И я не рассчитывал, что будет очень много желающих, и мы поедем на нескольких машинах. Поэтому изначально в голове сидела одна машина с такими сумасшедшими единомышленниками. Я сразу позвонил Славику Ригерту, сказал: Славик, ты со мной? Он сказал: Димон, я за любой кипиш. Лена, супруга Славика, такая же безбашенная, как и моя Григорьевна. Они говорят: главное, чтобы вы вернулись целые и невредимые, а так все нормально, давайте езжайте. Ну и еще один товарищ, Дима, это мой партнер по залу, по Клоков База Тим. Здесь все намного сложнее, но я думаю, если он захочет, он сам расскажет. Человек, когда ему предложил, он еще не был женат, потом в процессе он женился, у него еще родился маленький ребенок, поэтому ему сложно было, но тем не менее он тоже поехал. А вообще, когда мы уже собрались здесь, в квартире, и завтра утром нам надо было выезжать, Лена нам накрыла хороший стол, и мы налили по рюмочке, и я ребятам сказал, говорю: ребят, я понимаю, что 100 дней находиться в машине, плюс будут возникать всякие нестандартные ситуации. Мы все друзья, и я хочу после автопробега остаться друзьями, чтобы мы не поругались. Поэтому мы за это выпили, и я рад, что несмотря на все приколы, какие-то недопонимания, обидки, которые в момент автопробега происходили, по факту они не привели к чему-то плохому. Мы все так же общаемся, так же дружим и вспоминаем все это дело с улыбкой. Поэтому все смотрите, а я по факту буду уже какие-то моменты дополнять. Приятного просмотра.
Славик. Следующий. 12 минут до выхода. Да я же самый первый буду на стоянке стоять. Посмотрим. Лена Григорьевна мужа собирает на сборы. Представь, что я просто еду на сборы. Хорошо, любимый. И ты в любой момент можешь приехать. Куда-то в машину. Россия мой свежаков встречает. Готов аппарат. Все, терпите. Пристегивайтесь, чтобы ты ночью пристегивался. Хорошо? Всем указания дала. Все пристегнулись. Пристегивайся, пожалуйста, все время. Ладно? Нет, не игнорируй. Такой моментик трогательный. Ну ты будешь по мне скучать? Я буду скучать, я буду переживать. Первая съемка, в которой я физически переживаю. Да? Все, Ленок, давай. Да, ребятушки. Все нормально? Нормально. Да, на гармошка есть и все. Илюха, 9:00. Мы на месте в Макдональдсе. О, Андрей Скоромный, главный рывкач первого сезона. В форме, кстати. Молодой, перспективный. В рубашке. На стиле. Я, говорит, на стиле буду все время. Я поэтому с ним ухожу, жду, пока мне двери откроют. Все. С толком, с расстановочкой. Что, приехали мы в город Дубна. Сейчас приедет наш товарищ, штангист, фанатик своего дела. Расскажет нам про легендарный зал, который в этом городе находится. Погуляем по городу. Интересно. Ты успел на наш импровизированный завтрак? Доброе утро. Здорово. Здорово. Ольга. Здрасте, здрасте. Привет. Так, Ну что, сейчас мы покушаем, позавтракаем. А, вы еще не завтракали? Нет. А, это ваш завтрак? Ну, поедем. Слайк, презентуй. Ну что, мы находимся... Давай нормально. Да. Мы находимся в самом центре российской Европы. И даже такое бывает. Дубна. Дубна. На! Так, что, Махачкалу мы попозже, да? Почему-то все говорят Дубна. Жест. Ну, Токио направление берем, да? Я бы в Нью-Йорк заскочил тоже. Так заскакивай, вон, рукой подать. Так а что он здесь стоит-то? Это для Ленина. Ленин, который приседает 350 килограммов, он должен иногда сидеть, отдыхать. Город основан в 1956 году вот, на базе Объединенного института ядерных исследований.
Вот. То есть у нас здесь много физиков-ядерщиков, каждый третий житель с высшим образованием. Химиков нет? Нет химиков, нет, есть физики. Вот. Слушай, а что так много велосипедов? Ну, у нас вообще город велосипедов. Как на самом в деле. Копенгагене, ё-моё. Да, почему? Потому что на велике удобнее добираться. Обалдеть. Сел на велике, везде можно, на велике можно везде. Вообще в войну сюда прям рядом были немцы, но не дошли. Очень оберегали вот эту плотину, потому что если ее взорвать, вот вся вода бы ушла вниз туда. Вот. Все здесь Вот это купаетесь, да? море, да, море. Мы это называем море. Здесь мы купаемся. Что, можно выйти? Непонятно. Запрещенная зона. Запрещенная зона для купания, но вот здесь можно справа. Слева нельзя, справа можно. Отсюда в Москву течет вода. Питьевая? Питьевая, да. Вот именно отсюда. По каналу, по-моему, 12 ступеней. Она туда поднимается, опускается и... И нормально. Да. Но воднолыжников очень много. У нас есть база воднолыжная. Каждый год проводят Кубок мира у нас здесь. Вот слева база. Вот смотри, слева. Видишь, там Регуланы. Это воднолыжная база здесь. Справа, смотри, разница. Ты остановись. Можно даже остановиться. Разница, да, водохранилище. Перепад по воде? Перепад по воде, да. Вот посмотри, да, какой. То есть, если, не дай бог, ты прорвется, вся вода. Так. Так, вот наш знаменитый Ленин. Сейчас мы обязательно... Слушай, интересно, почему вы вот туда лицом сделали? Я же говорю, они стоят напротив друг друга. Напротив нему стоял Сталин. Да, мы сейчас с вами пойдем, с той стороны канал тоже протекает. Сюда пропустим справа. Сейчас выйдем, пройдем. Илюха, а где стоял Сталин? Сталин стоял вон на той стороне, прямо напротив. Вот где машины? Да. Мы потом туда съездим. Тоже посмотрим с той стороны сюда. И они типа по замыслу друг на друга смотрят, да? В 1961 году его снесли, культ Сталина, и со второй попытки заложили бомбу. С первой попытки Сталин не развалился, со второй все-таки его голова, говорят, укатилась в воду. Вот наш исторический зал, основанный в 1963 году. Масловой Игорь Васильевич – это основатель этого спортзала. Это фотографии всех мастеров спорта. 40 мастеров спорта. По тяжелой атлетике именно. Рекорды города Дубны, они такие исторические. Тут старые категории, причем здесь жим есть. Да, то есть это все осталось. Рекорд рывка. Причем здесь есть даже я. 167. Вот. До меня здесь был рекорд 76 года. Я его перебил в 2008. То есть рекорд держался города Дубны очень долго. Здесь у нас на базе вот этого спортзала проходили сборы. Сборной Советского Союза, сборной России. Вот. И были закуплены первые илейки резиновые. Вот такого плана. Такие вот, да? Вот. Илеечка. Какой год? Это 70-е годы было куплено. 70-е. Да. То есть штанги. Вот это металлическое, это... Ни одна не порвалась. Ни одна не порвалась. То есть это было качество, да, это тогда очень хорошее. И мы стараемся не бросать, аккуратно. А вот эти серебристые? Это еще до этого времени. Это вообще классные диски. Это, наверное, одни из самых первых илей. Опа, кругленькие. Да. Грифы то же самое. Слушай, ничего себе, это какой год? Ну тоже там 70-е, начало 70-х. Я вот таких не видел. Это вообще, это просто... Живые, да? Да, живые, все живые. Так. Так, вот это мой первый тренер, Маслобой Игорь Васильевич. То есть он основал этот спортзал. Вот фотки старые спортзала, да, вот так здесь было все время. 20. Да я понял, не надо. И тут есть.
Сейчас мы потренируемся, порвем. У нас сегодня рывковый день. Проходочка в рывке. В честь рывкачей. У вас тоже рывок? Да, это представительница нашей женской половины. Аня. Так, Вадик. Начинаем. Ставь 20. Поехали. Даю ногами. Еще раз. Молодец. Хватит. В Дубнах полным ходом идет программа правительства Российской Федерации «Бюджетное озеленение города». В каждый двор, в каждую спортивную секцию по газону. После тренировочки гамбургера, да? Запампить. Ну что, рыбкач, Да. спасибо, что приехали. Вам спасибо, что приехали. Я рад, что с моего зала начали этот крутой проект. Вот, я думаю, Спасибо что большое. я вас приглашаю как-нибудь летом подольше. Не на Не, ну 4 место часа. классное. Воды Да. много, Воды зелени много. зелени много. Приезжайте Город. в гости, рад встретить в любое время. Я поехал. Спасибо большое. Все. Да, еще раз. Спасибо. Счастливо. Паром. А у нас песня для парома есть? Для парома. Славик, Тверь. Да, я слышу, я так полурадио вас слышу. Ленкова позвонил. А? Да, я слышу, что Ленкова позвонил. Да? Стадион. Целый стадион.
Знакомые люди. Слушай, все залы, которые сейчас вот смотрим, да, они в каких-то крутых местах находятся. Офигеть. Советская один. Сейчас было Ну это какой-то да, а вообще название стадиона понравилось? Химик. Слушай, мы сейчас в Дубне, нам все атомщики. Да, Вот Федя ехали в химик. Тверь. Здесь химик, нормально. Так, сейчас я возьму. Химволокно. Вот наш родной зал. Ну, сейчас похоже на качалочку уже. Помост-то остались? Конечно. Да? Зайдем в закуточек и все увидим. Тебя здесь нахвалили, поэтому давай. Да. Надеюсь, мы тебя еще увидим. Тверская надежда. Да. Приехал, малоэтажный город. Атлетический клуб. Правда. Это местные мигалки, да? На крыше. Жители отпугивают, чтобы они здесь машины не ставили. Тут кирпич положен. Подожди, то есть мне тоже могут положить, что ли? Нет. А? Ну тут видно, это слишком машин Да, в такой фамилии, что можно и Посмотрим, отхватить. блин. Мы за вами. Вот здесь работа кипит. Да, даже Дубинин сюда приезжал в свое время, президент Федерации бодибилдинга. Нормальненько. Как здесь пауэрлифтеровщик к штангистам относится? Ну как, Дружно? как бы, ну стараемся быть дружно, как бы, ну, как бы, да, тяжело атлетика маленько по-другому идет, все, выталкиваешь, а вон. Вон, да. Восходящая звезда. Нормально. Давай, ты как, все, атлон прошло, Да. Все испробовал в этой жизни. Небось, Ингер. бросай прям. 65 даже поинтереснее, да, чем 60. Повторение рекорда. И когда ты меня спросил в интервью, там, я не знаю, оно интервью это или как назвать в этом, в Хьюстоне, Да. счастлив ли ты, я говорю, точно. я тебе ответил, что да, на сегодняшний день я счастлив, но я тогда понимал, что это все не так просто, и через несколько недель все это пошло в обратную сторону. За что мы наказали парня? Вот за что? Просто поломали вообще судьбу человека. Вот седые волосы и пролетели тогда, вот как раз ты сказал, вот тогда было да. Тогда просто не было никакой информации, но я чувствовал, что что-то происходит, что что-то будет не так. Вот прям, ну вот я чувствовал, у меня и давление подскочило, хотя я не страдал никогда. Вот. И седой волос добавился, да. Ну вот сейчас, как я понял, осталось по сути полтора зала. Да, на Твери. сегодняшний день это Полтора зала. это Знаешь, что- катастрофа. Все висит на волоске, они живут вот этим. Завтра их попросят отсюда, как бы. На этот зал тоже такие виды? Что Не его на- могут закрыть? Ну да. Да? Да. Вот это на первом, котором мы были. Ну да, я это имею в виду. Да. Раньше было 7-8, причем таких крепких, нормальных зала.
Мне кажется, в 6 часов никто, наверное, уже не поедет так рано. А что ж Дима не сказал? Никонорович. Дим, ну благодаря вот этому человеку ты нас сегодня не снимаешь здесь. Сборную тренировал. Да, сейчас как увидят это видео, все они просто вспомнят Никонорыча, да, добрым словом помянут. Куда не встанешь, с какой стороны, да, он смотрит на тебя. Вот туда, куда угодно. Такой. Вы приехали. Мы приехали. А, вот здесь, наверное, она откроет нам, да? Здрасте. Здрасте, здрасте. Сходу. Елена Григорьевна, добрый вечер. Ну все, первый денек подошел к концу. Добрались мы до ночлежки. Все нормально. Давай, спокойной ночи, до завтра. Ну и чё, как первый день? Огонь. Огонь сейчас будет, когда Славик храпеть начнет. Это будет огонь. Да, в машине это пофиг. А ты брал, кстати, Беруши, нет? Он не особо храпел. Беруши Так я в машине не особо-то и спал, я сказал. Это я даже не спал. Все, ребята, спокойной ночи. Всем доброе утро. Ой. Стоянница, конечно, хорошая. Сейчас будем выдвигаться в Псковскую область. Ехать 6 часов, если все нормально. Так. Кимарму я хорошо. Сколько я поспал? 5 часов. Да, дополнительно. 5 часов дополнительных. Дополнительных 5 часов. В отпуск съездил на заднем сиденье. Ой, здесь хорошо. Что там, до Владика далеко, нет? Тюха. Рукой подать.
Лев Константинович. Здравствуйте. Штангисты московские. Можно, да? Конечно, что. А мы думаем, тот дом не том, а потом штангисты увидели в окне. Ну, когда звонок будет. Я не, извини, я вставать не буду. Нормально. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте. Дима, привет. Это Ригерт. Ригерт. Как зовут? Слайк. Вячеслав. Здравствуйте. Дмитрий. Ага. Никифоров, дядя Лева, Лев Константинович, как угодно. Вот, я предлагаю вас около моих роз сфотографироваться. Обязательно сделаем. Сейчас у меня сын придет, он в магазин пошел, побежал сейчас. Хорошо. У меня над гаражом типа гостиница. Серьезно? Вот дверь. Значит, вам будет предоставлено там ночевать. Вечером мы шашлык делаем. Класс. Баню надо вам? Вы такой вопрос задали, даже стало неудобно. А что У вас по плану есть баня сегодня? Ну, нет, так будет, что, господи, план. Смотрим, вы едете. Это Женя, Евгений. Здорово. Михаил. У нас все залы закрыты по замкам. Я сделал у себя в зале в гараже. Вот, включи свет, Давайте посмотрите там. Так смотрю, маленькая штанга. Ты занимаешься, что ли? Да. Серьезно? Ну давай тогда показывай. А он тоже начал заниматься. Давай, иди, проходи, показывай. Ты же тут хозяин-то. Сейчас лето, там закрыто, они сюда приходят А заниматься. ребята какие? Местные ребята, бежанецкие, в основном с Бежанецкого района, занимаются где-то вообще около 8 даже человек, здесь есть разного зальчик, да? возраста. А? Зальчик здесь есть вообще в группе? Есть. И вот я не знаю, отец будет там, есть возможность его показать или нет. Но вот, И сейчас, когда закрыто, они сюда приходят? да. Сейчас, подожди. У тебя А вы-то не занимаетесь штангой? Не Раньше поднимаете? занимался и пауэрлифтингом, но у меня зрение плохое, поэтому, к сожалению. Давай. И пошире руки. Оба! Нормально. Все, молодец. Ничего себе. Он прям большой. Ну, здесь грамоты всевозможные, значки, большая коллекция значков. Вот здесь можно посмотреть, вот 549. 549 значков? Значков только в одной папке, да. Еще папка, Только в одной? еще одна. Обалдеть. Наверное, только в одном. Значит, здесь такой книжный уголок. Здесь лежит вот книга, отойди, Мишка, в сторону. «Лучшие люди России». Он внесен тоже в книгу «Лучшие люди России». Вот здесь закладочка есть, можно будет потом посмотреть, почитать, да? Реализация национальных приоритетов, выдвинутых президентом Путиным. Очередной выпуск. Герои рекомендованы органами власти, авторитетными общественными организациями, руководителями предприятий. Основная полка вот эта, да. Здесь, значит, чемпионаты мира, чемпионаты Европы, по центру Олимпийские игры, Кубки мира. Ну, среди ветеранов. Да. Можете посмотреть медали, кубки, фотографии с этих соревнований, мероприятий. Все в разнобой. Кто в чем. Ну что, бойцы? Чайку напились, пойдем в зал смотреть. Потом тренироваться. Счастливая жизнь. Скажем, нет искусства. Карантин. Игра только в перчатках и с замком. Ну что, чистенько, красивенько. По-другому нельзя, наш образовательное учреждение накроется. Дима, вот это зал тяжелой атлетики. Здесь 12 человек занимается, вы говорите, да? Вот это мой трон, где выседает тренер Никифоров. Желательно, чтобы был бы зал побольше, чтобы можно было людей больше брать. Здесь физически мы можем 10 человек, мы кладем резинки, на резинках поднимаем. Это самое, пол-то деревянный. Перепоешь Волгу,
Кар, Киров, оттуда Кирова на Кострому, Иваново, Ярославль, потом через Москву на Смоленск, Курск, Это наш Брянск, экскурсовод. Белгород. На память вам в этом проекте. А, раскачи, да? Да, да. А это сына. Так, Слайка, а это малому, да? Да. А вот внучок здесь, в доме, да? Это малому. Ну, наконец-то 4 икса. Не, ну для крупных мужчин-то. Дима, сильно много вдарите. Так это малому. Вы у него спросите, это много, и он скажет нормально. Он скажет нормально. Это у него надо спросить, много, немного. Ой. Лишь бы тренировался. Ну да. Ой, сейчас банька. Это подготовка к бане. Это Полена? Что на свете нету их жарче и родней. Ах, баня, 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 малиновый ты жар, березовый духмяный, да веничек пропарь. Ах, баня, баня, Я думал, баня, смысл есть в этом ты какой-то. добрая маманя, ах, русская Камеру ты выключай, я уже баня, устал живот тут придерживать. русская ты баня, Банька шикарная вообще. пей чай. Заходи, дорогой. Чуть башка я закручу. Наши баньки русские, бревнышки к бревну. Курские, смоленские баньки. Я забыл, как куда там родимую жар подай. А ну! Ах, баня, 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 малиновый ты жар, березовый духмяный, да веничек пропарь. Ах, баня, 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 ты добрая маманя, ах, русская ты Ваня, да разгони печаль. Давайте, Дима, давайте. Ты Ваня, да Спасибо вам большое за разгони теплый прием. печаль. Мы, если честно, не ожидали. Вот очень хотелось к вам попасть. Есть такое где-то фильм или изречение, не ожидали. Не ожидали, да. Не ожидали. Но очень Да приятно. нет, все нормально. Не заостряйте на это внимание. Все нормально. Приехали, угощайтесь, чем можем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Так, у нас под этой крышей две гармошки. Одна красная. В красном одна углу, вот да? синяя. Сейчас будет батл музыкальный. Время музыкального батла. Тоже чувствуется, давненько не брал в руки оружие. Оно по жаре там лежало. Лев Константинович, просим от вас ответочку. Ответочка, да. Ну-ка, Давай, Миша. ну-ка, Женя, отодвинь-ка мне стул. О, хорошо. Все? Так, а теперь дайте мне вашу гармонь попробовать. Нет, ту, мне интересует другая гармонь. Кубань. Спасибо. Так, ну тут, наверное, петля маловатая будет. Положи. Вот так? Не, ребята. Детская. Мою гармонь. Сейчас подам. Бери свою детскую гармошку губную. Сбиваю. Тут побольше. Как это называется гармошка? Это Кубань. Кубань? Ну, скажем так, это самая простая. У вас уже звучание ближе к оркестровому. оно. Так. Чувствуешь, что это оркестровое звучание, Дима? Да. Хотя бы что-нибудь по-разному звучит, Да, чувствуете? да. Это такая, это больше раздолбайская считается.
Доброе утро. Все проснулись. Сколько времени? 7? Пол-восьмого. Лучший кофе на дороге. Отхлебнешь, протянешь ноги. Так, мы уже приехали? Да, поворачиваем направо в Черезу. Как, с вами не виделись раньше? Я на конференции. На конференции, да? Да. Фотографируется в Мурманске на качках. Он у меня культурист. Так, смотрите. Давайте сейчас, потому что вы отсюда уже не вернетесь. Памятник Шесторота у нас. Ну, это Шесторота, который в Чечне погиб, знаменитый. Туда сходим, сфотографируйтесь, посмотрите. И поедем тогда уже в школу. Там ребята ждут. Хорошо. Пошли. Вот мы стоим около памятника бойцам 6-й роты. В 2000 году ребята 6-я рота погибла в Чечне, не пропустила большой прорыв в бандформировании Басаева. Погибли все. В этом году исполнилось 20 лет. Это вот у нас здесь 104-й полк, 76-й воздушной гвардейской дивизии, знаменитой. У нас, в общем-то, весь Псков — это дивизия, десантники. Ну, вот. Многие, кстати, спортсмены из силовых видов спорта служили здесь. Голубушкин Дима. Если знаете, Ткачев. Конечно. Дима меня его на соревнования брал. Я еще культуризм возглавлял. Вот. Так что у нас тут знаменитая это. Вот это колорит. Вот это колорит. Класс. А мне это из ребят присылал вот эту фотографию. Да. Так, ты прислал, да? Иди, спасибо большое. Распишись. Нельзя же гости без подарка ездить. Так, я не знаю, штангу вы поднимаете еще или уже нет? Да. Филяпкой не пользуетесь, да? Есть. Так, руки. Весы стоят, пацаны. Самгетки оставляют. Вот здесь, да? Блин, там на соревнованиях. Соревновательные, да? Ну да. Чтобы они не разбивались там. Ну, 25-ки там, а это такие штуки. Весы хорошие. Вы здесь соревнования проводите, да? Ну да, здесь уроки физкультуры проводят соревнования. У меня такой баннер большой, мы перетягиваем его. Вот здесь еще у нас это скалодром. Вот они занимаются. А помост у меня тут, я ставлю в углу за брусьями, у меня тут стоит. Ну, это Псковский гостиниц, Троицкий собор. Вот рядом приказные палаты. Здесь снимаются исторические фильмы. Софья Палеолог снималась. Момент.
Вот это река Псковая, а вот эта река Великая. Так? Вот они про совпадение. И вот город Псков получил название этот, немцы назвали, Плесков. Вот. Князь! Князь! Выходи. Да. Ладно, завтра. Нацеливаемся, держимся за самый низ, загибаем локоть как бы, и кидаем по прямой. Не заносим вот так. Втыкается любым концом, тебе сказали. Ого! Замечательно. Ого! Все, я понял. Можете тремя пальцами начать. Локоть. Защита. Я все бью выше, да? Да. У меня дергается. Куда целишься, туда и бьешь. Здесь тир, стрельба из лука и арбалеты. Я все равно у меня выше. Как тебя зовут? Это Хани. Хани? Чемпион Эстонии, России, Белоруссии. Заслуженный пес. Помнишь, у меня стойка. Вчера там тащил, схватил помост, резинку сюда кладем, ребята приезжают, занимаемся. Пошли. Кот 18 лет коту. Сколько? 18. Боевой кот. Ну он, смотри, он такой своеобразный. Штанги и кошки с собаками. Класс. Опа! Охранник. Ума, ну иди сюда, Умка. Умочка, да. Старенькая моя девочка, бабушка уже. Это какой год? Я думаю, она старше тебя. Но выглядит понадежнее, чем я-то. Сконцентрировались там вокруг тебя. Ага, альфа-самца чувствует. Я тебе вожак из стаи. Ранецкая, старинная. Ну, порклю. Ее просто не делают. Да, вот с этого момента поподробней. Там лучше не ехать. И с этого момента повнимательнее, Дима. Хорошая дорога сделана, классно. Ну только там так повороты будут, не гони сильно. И сейчас выскакивают эти лоси, кабаны, аккуратнее. Тут буквально... Сезон сейчас? Они выскакивают везде. В городе были, три лося были. Пара-пара-пау. Обалдеть. Ну все, давайте, всего хорошего. Всего доброго. Нормально. Темы далее в нашем эфире. Здравствуйте. О, приехали! Приветствую, приветствую. Приветствую. Мы с камерой. Здравствуйте. Знакомое лицо, думаю, да? Да. Добрый день. Был я здесь разочек. Да, ну, в далеком 98-м. В 98-м другой пол был, деревянный, постоянно нам приходилось ремонтами. Я был в сборной Германии
С Клаус тогда был Аубах, президент федерации, мы сдружились, я у него дома жил тоже. Я у него выпытал в сборной Германии, как сделаны полы. С 1985 года они не ремонтируются. Вот эту схему всего. И мы сделали вот как в сборной Германии. И сейчас уже 7 лет мы ни копейки в ремонт сюда не пускаем полов и помостов. Все держится хорошо, да? Прекрасно просто. То есть тут бросают веса разные, даже и мимо попадают, и все это. То есть вот я говорю, что на сегодняшний день на этом мы экономим. Наши члены сборной команды Санкт-Петербурга, которые в школе России, все это, они здесь находятся, тренируются. Если член сборной России, ты имеешь право находиться здесь 250 дней в году, то есть по положению. Ну, естественно, они немножко больше находятся. Вот. А члены сборной города, юноши, все это, всю подготовку к городским соревнованиям, к всероссийским, они находятся у нас на базе здесь. Там еще малый зал. Пойдемте в малый зал, да, мы его используем тоже как тренировочный, ну и как разминочный, когда проходят соревнования. То есть тоже все современное оборудование, современные грифы, так скажем, аттестованные Международной Федерацией. У нас все оборудование стараемся, чтобы было именно аттестовано Международной Федерацией. Какое это будет название, неважно, это елейка, либо еще что-то, но вот стараемся таким образом все это делать. Вот. Здесь у нас 4 помоста. Вот. Ну, когда проводим чемпионаты первенства города, здесь ребята разминаются, вот там выход на сцену. Мне очень удобно. Здесь есть телевизор, чтобы не толпились, не смотрели. Можно в телевизор посмотреть, что происходит на помосте. Там экран, мы делаем дубль протокол, вон он висит. Вот как раз. То есть, ну, оборудовано, скажем так, современно. Было бы побольше разминочных помостов, и можно было проводить и другие соревнования. Покрупнее, да? Все это дело. Ну, так как есть. Тренажеры, смотрю, там. Да, сейчас я возьму ключик, мы застеклили крыльцо и сделали тренажерный зал. Там тоже стоят современные тренажеры, все профессиональные. Ну вот у нас здесь инфракрасная сауна. Спортсмены зимой, допустим, когда замерзнут, перед тренировкой могут спокойно сами погреться. Никто их не ограничивает в этом. Во время тренировочного процесса массажист работает. Тоже всевозможные аппараты есть у них, приспособы, крема. Даже вот горячими камнями можно делать массаж. Специальная установка, где разогреваются камни, все это делают. Где-то банька еще была с бассейном. Сейчас да? все покажу. А, дальше она через массажный проход, да? Ну вот, как говорится, сама бассейн тоже переложили, плитка новенькая. Банька здесь вполне. Вот. Ну а здесь и комната отдыха, где ребята могут расположиться, попить чаю из самовара, то есть нарды поиграть. Ну, то есть они здесь отдыхают. Класс. Все это, релаксируют. Вот у них раздевалка, мангальчик. Ребята зачастую просто там или скидываются, или договариваемся со столовой, она выделяет им мясо. И ребята здесь жарят, даже дождь не помеха, спокойно. Все можно. Прямо в баньке. Да. 20 мест. 20. Вот. Номер двухместный. С телевизором, шкафы, полки, холодильник. Что, приехали мы в музей тяжелой атлетики, который находится в Питере. Никогда здесь не был, но давно мечтал. Нас уже там ждут, поэтому пойдем. Да, видим. Это школа 667-я. Называется музей из истории советского и российского спорта. Он был основан 15 лет назад. В этом году мы празднуем 15-летие. Класс. И тем более у нас зал есть. Один зал олимпизма, олимпийского движения, а второй зал единственный в нашей стране тяжелая атлетика. История по тяжелой атлетике, который сделал товарищ Корхов. Он собирал материал 40 лет. Пройдемте. И надеюсь, вам это понравится.
И вы тоже будете немножко нам помогать. А по что истории. надо? Ну, мы сейчас поговорим. А почему именно это место выбрано было? А вы знаете, вот самое парадоксальное в том, что в то время никто не захотел представить место для такого музея. И единственное место представила эта школа, потому что директором этой школы была директор, которая была мастером спорта по гимнастике. И она понимала, что надо сохранять историю. Первый зал олимпизма. Здесь зарождение олимпийского движения идет изначально в Греции, да? Потом идет история, как возрождалось олимпийское движение. Потом у нас идет институт Петра Францевича Лесговта. Это ГТО более высокого уровня. Там плыли прямо в гимнастерках, в одежде, с ружьями и стреляли. И в сапогах. Наверное, это точно никто не видит, наверное. Это история, это действительно такое было. Впервые. И это дальше продолжение идет по истории. Все Олимпийские игры, факел у нас Москвы и факел Сочи. 22-е Олимпийские летние игры и 22-е Олимпийские зимние игры, которые проходят сначала в Советском Союзе, а потом в России. Ну, а это зал тяжелой атлетики. Солидно, большой. Но это еще небольшой. Ну, я ожидал увидеть поменьше, если Да, честно. это еще не все. Начинаем с Краевского. Почему? Потому что он приехал в царскую Россию, и он практически лечил оперных певцов и ну, как это называется, кто участвовал в балете, да, и других людей. Он был очень заинтересован именно в тяжелой атлетике. Он любил тяжелую атлетику. И он снял себе квартиру, на сегодняшний день называется Площадь искусств, около Михайловского театра. И вот посмотрите. Представляете, какая это была квартира, если он мог там организовывать вот такие мероприятия. Это была огромная территория квартиры. И здесь проводились различные соревнования. Что он делал? Он был врач. И он изучал именно, как влияет тяжелая атлетика на организм человека. Он взял, связал именно врачебное наблюдение с нагрузками и изучал, как влияют эти нагрузки на организм человека. И он начал понимать, что это огромное значение имеется для здоровья именно тяжелая атлетика, поднятие вот этих тяжестей. Поэтому здесь все, вся информация, кто у него был в этом кружке. Ну, это выдающиеся спортсмены. Также здесь были и различные артисты, даже некоторые литераторы. У них был целый кружок, который, в общем-то, интересовал очень многих людей. Именно основатель этого музея Корхов, и он собрал огромный материал, вот такие фотографии, которые мы выставляем сейчас на 25-м чемпионате России среди ветеранов. Люди, конечно, даже таких фотографий не видели, потому что информация очень интересная, очень много фотографий того времени. Поэтому нужно дать должное этому человеку. Чисто на энтузиазме он создал этот музей, и люди, которые здесь создавали, то же самое. Ну, это инвентарь Николая Кошелева. Это не его штанга, а Гапитов обещал нам настоящую штангу подарить. Именно вот Кошелева и еще какой-то очень крутой, я не могу сказать, какой, я в этом пока не знаю. Вы имеете в виду старые или новые? Ну, я не знаю, посмотрим, какие подарит, пока их нет. Ну, а здесь вот что. Здесь, во-первых, настоящие, которые еще дореволюционные. Это оригинал, да? Это оригиналы. Эти маленькие, большие. Это ваша история, дорогие мои друзья. И поэтому я надеюсь, что вы ее будете сохранять. Приходите в гости, приводите своих детей. И желательно, чтобы вы рассказывали про наш музей. И что как можно больше людей и тяжелоатлетов, любителей такого вида спорта приходили к нам в музей.
Ребята, многие из нас выступали, имеют какие-то награды, кто-то собирает что-то. Вы поняли, что здесь все в надежных руках, поэтому я прикреплю почту. И вы можете написать хранительнице нашего музея или отправить какие-то экспонаты. И все здесь будет в надежных руках. Мы тоже вам обязательно что-нибудь передадим. Спасибо огромное, жду. Вот у меня высота и вода, это вот две вещи, которые меня пугают. Плаваешь? Не, плавать умею, но в ванной. Слушай, ну, Нева не глубокая, поэтому, я думаю, можно так не переживать. Не, она когда поуже станет, я успокоюсь. Любишь, когда поуже, да? Там была дискотека, да? И тут была дискотека. Хорошее место. Одна из самых крутых. Так, не отвлекаем. Седого зацепишь, не зацепишь. Опа. Засмотрелся. Слава, это культурная столица. Поэтому я пытаюсь выглядеть культурно, заправляюсь. Питерская мафия. Здорово. Здорово. Набережная реки Фонтанки, 129. И не сказал, сейчас я вам докажу, что Питер это культурная столица. Славик, даже джинсы. Что ты? У меня вещи надо забрать. Где? С машины. Забирай. Извините. Ты понял, да? Это не подстава, культурная. Знаете, когда мы вывесили на сайте полный список нашего автопробега с городами и с датами, мне позвонил мой товарищ и говорит: Димон, это физически невозможно. И на самом деле вот то, что он сказал, оно крутилось в моей голове. С одной стороны, как мотивация дополнительная, а с другой стороны, я понимал, что это действительно очень трудно осуществимо, потому что там практически нету остановок, практически нету времени, чтобы там вздохнуть. Если там сломается машина, если какой-то вот акцидент такой будет, то в принципе все рушится. Вот, и вот на тот момент, который вы сейчас смотрите, вот до этого момента все было, в принципе, комфортно. Я даже думаю, блин, о чем мы переживали? На самом деле все очень плавненько. Но вот уже к концу серии, когда мы будем выезжать с северо-западного округа и будем ехать в Киров, вот на тот момент я понимал, что жопа в мыле, и мы, в принципе, ни хрена не успеваем. Многие вещи, которые планировали делать до этого, я планировал вот этот лайв монтировать в машине. Я купил специальный прибор, который от прикуривателя будет питать мой компьютер. Я набрал с собой всех этих там жестких дисков и так далее, вот, наушники, но я понял, что я не успею. Это физически и сложно, и невозможно, и мы начали думать о том, чтобы отправлять раз в неделю этот материал в Москву, чтобы наши парни монтировали и заливали это на YouTube. Потом мы от этой идеи отказались, потому что поняли, что материала очень много, людям есть что рассказать и на серьезные темы, и на поржать. И я понял, что в принципе материал надо собирать
и потом его, проанализировав, начать потихонечку собирать в более серьезный продукт, да, потому что если бы мы просто в дороге вот так вот лепили, гнались бы за каким-то выходом серий, то не было бы качества. А когда у тебя такой исходный материал очень существенный, то из него хочется и что-то более качественное такое на века оставить. Поэтому вот и уже к концу этой серии я буду понимать, что все пошло не так, как мы хотели. Следующее, вы увидите семинары. Вот, несколько семинаров у нас было в рамках автопробега. И вот на момент семинара в Питере, первого семинара в Питере, их всего было 2, я уже несколько месяцев из-за пандемии не ездил за границу. И вот за день до семинара я начал вспоминать о том, что вообще рассказывать. Я сам для себя хотел какой-то про себя проговорить, с чего начать теоретическую часть. И я понял, что я ни хрена не могу вспомнить, сформулировать какую-то мысль, и я действительно волновался. То есть вот в этот момент я первый раз в жизни волновался, идя на семинар, хотя к этому моменту уже за 400 семинаров было. Но надеялся на мышечную память своего языка, на какую-то, я не знаю, харизму там и так далее, но вот это было, конечно, задница. Поэтому ребята, которые были на этом семинаре, ребята, извините, вот как есть, да. Вот. Мне кажется, в результате все прошло хорошо. На следующий день у меня был другой семинар, и там уже, конечно, все было по накатанной, все как это происходит обычно. Поэтому смотрите. Не только штангу пытаетесь опустить в колени, вы пытаетесь позицию подготовить. Что такое? Колени в сторону, там прогиб в пояснице. То есть вот с такими мы погнали, садимся и все натягиваем. Вы сейчас тетиву натягиваете. Вот вы, по идее, эмоционально и физически должны себя чувствовать, как будто вас за жопу натянули, вот как лук. За 7 лет поработал в 62 странах, в разных абсолютно, где только не работал, и в маленьких, и в больших. Но вот сегодня был семинар 429, то есть 12-часовой семинар, умножаем на 429, это такое большое количество часов, большое количество людей. Мне до сих пор это нравится, потому что я понимаю, что через семинар я не только зарабатываю деньги, а еще и продвигаю свою тяжелую атлетику. И эти люди, они в большинстве все-таки тренеры, и они эту информацию понесут дальше, понесут уже другим людям, и поэтому меня это мотивирует, стимулирует, и я дальше продолжаю это делать с горящими глазами. По семинарам в Питере отстрелялись. Куда дальше, славян? В космос. Просто космос, да. Знаете, за свою жизнь я посетил около 80 стран, из них 62 по работе. И сейчас, когда мне Лена говорит, поехали туда или туда, я говорю, да мне, в принципе, не хочется.
Я, конечно, поеду, но вот у меня такого желания, как у туриста, посетить ту или иную страну у меня нету. А по России, так как я мало где был, мне очень хотелось посетить вот эти все маленькие города там и так далее. И особенно в России, мне хотелось долгое время посетить Байкал и Карелию. Вот на Байкале я побывал в том году или позапрошлом году, ездил к ребятам, был со стороны Улан-Удэ. В этом же году мы планировали побывать и со стороны Улан-Удэ, и со стороны Иркутска, но об этом попозже. Но на Байкале я уже физически был. И мне очень хотелось попасть в Карелию. И после Питера мы всю ночь ехали в Карелию. Мы выбрали Рускеалу. Это такое, как я понял, туристическое красивое место. Всю ночь мы туда ехали, спали в машине. И когда я утром проснулся, посмотрел, в принципе, я увидел то, что я и ожидал увидеть. Это была красота, это были камни, это были сосны, это была голубая вода, очень много зелени. Но мы уехали оттуда неудовлетворенные, потому что у нас был один день, мы были в дороге, и мы не ощутили весь этот кайф. И я понимаю, что туда надо возвращаться на несколько дней, надо возвращаться туда с друзьями, готовыми отдыхать, гулять, шашлыки, туда-сюда, и и на несколько дней в палатках. Вот, глядя на все это, мы видели именно вот это. Несколько дней, палатки, костер, шашлыки и так далее, и так далее, и так далее. Вот у нас не было на это времени, хотя вся инфраструктура там, она классная, есть и подороже, есть и подешевле, и мы все это, в принципе, посмотрели и оставили у себя, так сказать, в памяти, но мы не кайфанули, к сожалению. Первый опыт такой был не совсем у нас удачный. Но оттуда мы поехали уже в Череповец. Череповец, красота, природа. Это, кстати, прикалывались местные ребята, это не мои высказывания. Интересно. Комбинированные дороги просто. Мы точно туда едем, да? Только обочине, пожалуйста, не прижимайтесь. А она здесь есть. Когда получается, тренер получает деньги. То есть, если не делал, ты же не Что, мы за вами? Да. Зал. Короче, температура у нас у всех нормальная, практически стандартная. Слегка не в форме, да? Ну давайте, куда показывайте. Прикольно, приветствую, приветствую. Здрасте. Майк хороший. Ну что, классный зал. И история тяжелой атлетики города Череповца начинается с 1956 года. Да, когда сюда приехал Николай Прокопович Дурнов, то по решению партии было принято решение открыть секцию тяжелой атлетики. Первоначально секция тяжелой атлетики располагалась на стадионе «Металлург» и находилась в подтрибунном помещении. Ну, размеры зала были, грубо говоря, примерно как ваша раздевалка, где вы только что сейчас переодевались. И если один человек поднимал штангу, то другие стояли по стенам, чтобы грифом не попало в глаз или в бровь. Так, потом, я уж не помню, в каком году-то, ну где-то в 60-х годах был построен дворец спорта. И тяжелоатлеты переехали уже вот сюда, в этот зал. Будем стараться. Сколько залов вообще в городе, где можно штангу поднимать? Ну, полноценный один специализированный это здесь. И у нас еще есть фитнес-клуб, фит-студио. В принципе, там есть помост, там можно заниматься. Но там в полную силу нельзя, потому что 4-й этаж, ниже магазины переживают, а белка сыпется.
Ну, в принципе, готовиться, тренироваться тоже там. Ну что, здесь можно бросать, Славик, начинаем. Здесь хорошо можно бросать. Здесь глубина ямы, здесь больше колена, где-то ну такая глубина. Ну, то есть штангисты все сами делали. Я думаю, глубину мы сегодня проверять не будем. Ямы? Да. Не провалимся. Есть еще одна визитная карточка тяжелоатлетов. Это восстановительный центр, сделанный руками штангистов. Когда построили дворец спорта, здесь стены не было, но у всех видов спорта, которые вышли, у них здесь тренерские, а там восстановительный центр с бассейном. Все основное здесь, да? Да, вот здесь самое ценное. О, как вы упакованы, ё-моё. Все классно. Шапки банные, все что надо, да? Ну да, у нас соревнования проходят. Судьи судейских денег ребята не получают. Мы покидаем в общак, накапливаем, мы покупаем гриф, 2 покупаем грифа. И так все у нас. Это такое прям то ли будущее, то ли прошлое, пытаюсь понять. Но тут самый главный нюанс, чтобы принести себе стоечки, уже минимум кандидатом надо быть. Потому килограммов 60, мне кажется, есть. Мелкие таскают, знания, дешевле. Это что у вас там за мелкие таскают? Хорошо. Ну, потом эти колени Да, это мама дорогу. Да, все нормально. Сегодня в голову поедешь. А ты самый здоровый здесь, да? Да, здоровый. Сам делал? А, красавец, смотри как. Спасибо. Сколько залов в лучшие времена было в городе? Было примерно 5. 5 или 6 даже, да, залов. Ну, это было при заводах. В Советском Союзе этот зал был в городе ведущим, то есть здесь занимались все ведущие спортсмены и так далее. Тяжелая атлетика была достаточно сильной, и проблемы начались где-то начиная с перестройки. Но тогда еще нас поддерживал спортклуб «Локомотив», потому что развивалась тяжелая атлетика на базе именно этого спортклуба. Тренерские ставки были на нем, инвентарь закупался, выезды какие-то оплачивались. То есть, система работала. Да, система работала. Чемпионат России среди спортклубов,
который проводился ежегодно в Обнинске. То есть мы занимали и первые места командные, там, практически всегда были в призерах этого турнира. У нас в области было также во многих районах, не только так, как сейчас Вологда и Череповец, а у нас был Сокол, Бабаево, Бабушкино, то есть маленькие даже поселки, да, занимались тяжелой атлетикой, и чемпионаты области проходили в таком масштабе, как сейчас, там, я не знаю, чемпионат страны. Диме, интересно, знаешь, когда детей приводишь в зал, я говорю, ребят, давайте посмотрим, по залу походим, хотите потрогать еще, аккуратненько, да, и когда они такие смотрят на картинки, а где дядьки-то большими банками, когда мы будем там бицепс скачать или чего-то такое, мне говорят, что тут скромно, скучно, не, нам то это... есть для них банки важны, да? Да, да. Многие изначально же все равно приходят, понимают слово тяжелая атлетика как качалка. И, соответственно, они приходят и ждут, что они будут качаться. А им же тут никто не дает качаться. Так, а может быть, и есть смысл удовлетворить на первом этапе их запрос-то? А теперь я как бы, да, я подумал, порешали такое, купили специальные тренажеры, даже есть детские, да, которые, чтобы разбавить вот эту все, потому что рутина, это все рутина. Каждый день там рывок отрабатывать, толчок отрабатывать, палочкой там какой-то, да, на протяжении там месяца, 2 или 3, да, у кого как получается. И это все надоедает. Мы даем ФП. Я разбил часы. Так, ребят, мы работаем чисто со штангой работаем ОФП. Сейчас хорошо подошел кроссфит. Немножечко сделали программу детский такой кроссфит, чтобы ребята и разнообразие было, чтобы им удовольствие это было. И даем немножечко им волю здесь уже. Раньше что мы как пришли, сели, план был и сел, да, мы должны вот работать, хочешь не хочешь, да. А здесь как бы мы, ребят, устали, давайте на тренажеры, типа, да, там. Красоту посмотрели. Теперь ждет нас 10-часовой пробег до Архангельска. В Вологде всех собрали, всех мошек. Туристы. Ну что, спортсмен? Культурно насыщаешься. Пропитывайся. В такой майке? Да. Баллон должен. А кто это, кто это, кто это? Это доктор. Доктор. Сейчас носки брать. Здорово. Машинка. Что спиночка-то есть еще такая вот так где-то. Такой троечка. Троечка. Это Дмитрий, наш младший научный сотрудник. Как я сказал, красиво, коллега по бизнесу. Вы звучит мощно. Коллега. Мы всегда хотели после спорта этой фразы. Бизнесом, да? Бизнесом заняться. Помнишь, хотели венички вязать? О, кстати, точно. Глеб говорит, давай веники вязать, это же такая тема мощная. Точно, точно. Дима, это таганроги, а? Точно, точно. Веники получать.
Славик обратил внимание, что здесь забор даже в виде штанги. Длины какие-то, знаете, под углом. Ну да, смотри. Аккуратненько. Чё, ударил чуть-чуть, да? А? Ударил чуть-чуть машину, нет? А, дверка-то? Да. Да не, аккуратно. Просто у нас водила немножко. Координационные проблемы испытывает. А это в прошлом спортсмен. Капусточка. По Славику настрой понятен. Я-то застольщик профессиональный. Ну, орудуешь ты четко. Чувствуется, по магазинам ходить, это твоя обязанность. На опыте? На опыте, да. Мышечная память есть. Лучок, чесночок, котлетки. Да. Вот их они будут вообще. Чтобы сейчас выбрать сладенькое, нужно понять, что ты завтра собираешься в зале делать. Я буду поднимать, а ты? Я сегодня обезболивался, чтобы завтра поднимать. Ты будешь поднимать завтра? Я? Да. Кстати, реально, а ты что с ним такой молчаливый-то? Да у него уже трубы горят, его трясет бедолагу всего. Айранчика возьмем на ночь? Айран? Да, чтобы все прочистил это. А, да ну так прочистит. Они тоже прочистят, но так выбьет, что это. Зато утром ты огурец. Я утром еще в пути буду. Ты видел, там баллон какой стоит? А мы еще покупали. Ты с какого года здесь живешь? С 2010-го. 10-го? Да, на кухню заноситься. Да, ведь если ты их найдешь. Вот это твой уголочек, да? Это вот та единственная медаль, которую захотелось в рамочку поставить, сделать, организовать. Вот мои вот значки, я тоже как бы этим горжусь, что у меня от первого разряда через КМС к мастеру, международнички, ну, заслуженный. Это ведомственные награды, это динамовский знак нам за какой-то заслуги в спорте. Это медаль ордена, который ВВ Путин своим указом подписал. Ну и вот такую стену сделали вот из фоток. Я вот маленький, это жена моя, Александра маленькая. Тут уже моя дочка вот маленькая. Этот 200 в Саранске. Помню, сейчас в нее влез, там, не знаю, чудом. Но это фото с Олимпиады. А ты помнишь, что это вот за кулисами-то? Да все, я помню. Я никогда не забуду, когда я как чуть не сдох под 232, когда ее толкал. Вот это я вышел с подиума, даже тут же сел на эти ступеньки отсюда, я идти не могу. Вот, ну реально, так было тяжело. Причем, когда вырвал 200, мне показалось, все, всем труба. 40-то точно толкнул, знаешь, что такое случилось? Вот, ну вот, хрен знает. Вот, еле тащу, встаю, у меня зал там переворачивается. Просто, как бы, знаешь, куда-то туда толкаешь, вроде как-то держишь. Ну, думал, все, сейчас 40, это вот мои при рывке 200. Ну, вот, бывает, что в спорте такая штучка. Я могу сказать, что эта квартира, это мои вложенные сюда деньги, которые я получил за Олимпийские игры в 2004 году. Когда вот настал тот период, когда я деньги получил, вроде еще что-то подкопил, думаю, а что с ними делать реально? И никто мне не мог сказать, что с ними делать, что с ними делать, ты знаешь. И что-то я как-то в один прекрасный день просыпаюсь, помню, 2005 год, думаю, пойду я куплю квартиру. Ну вот реально, знаешь, вот вложу, вот кто вот меня надумал, даже сам не знаю, знаешь. Пришел, короче, это самое, сделали хорошую скидку, думаю, пусть будет. Еще ездил, советовался у друзей, таких более опытных, говорю, ребята, ну вот я вот вложу, я не потеряю,
Я говорю, слушай, Глеб, говорит, через полгода ты свою $10 плюсом будешь иметь. Я говорю, ну, так рассказали, купил. Потом хлопысь, появилась жена. Я говорю, жена, давай занимайся ремонтом. Говорю, занимайся, будем здесь жить. И сейчас думаю, слава богу, в центр города, это реально центр города, да? Хороший дом, хорошая управляющая эта компания. Ну, вот. Куда-то не влез с этими деньгами. Да, что знаешь, авантюру, что да? там это валюты покупать, какие-то золото, фишки эти голубые. Веники. Это фьючерсы, там веники. Ну, надо жилье. А если, может, вениками занял, сейчас уже 2 хаты. Здесь никогда не знаешь, Глеб, вот в чем прикол, понимаешь? В другом городе, да? Да. И мы сегодня, дня рождения с женой, сели на машину, или на такси, уж не помню, приехали в эту квартиру, вот, первая ночь была, завтра будет 10 лет. Ну, вот так вот. Вот так десятилетие с мужиками отмечают. Где мужик? Люди будут смотреть такого. Ты мне когда в марте этот написал, что готов в Архангельск приехать, да? Март, говоришь, в мае. Я такой, ё-моё, где этот май еще, знаешь, 2 каких-то месяца, да еще все поменяется. Потом хлопысь, это пандемия. Тоже думаю, да все перенеслось. Потом, каким образом, да? Потом, а я смотрю, поехал-то, да, даже ни к чему, что может Архангельск зацепить. Ну, думаю, поехал-то, поехал, там Псков, да, у вас был, да? Что-то, да? Ну, потом пишет мне в понедельник, ну, у тебя, блин, ты говоришь, в городе, я еще дурень такой, да, в городе, знаешь, шляпу. Он сказал, да нет, я такой, да, все, говорит, мы к тебе приедем. Какой приедем? У нас все закрыто. Какой приедем? Что снимать-то? Да пофиг, приедем и все. Едем к тебе. Класс. Я говорю, ну все, надо что-то шевелиться тогда. Разрешение в зал, там ребят в зал выгонять. Давайте рывок там делать. Раз передачу включить. Что это у тебя за мальчик на кухне сидит? Картошку чистит. Так он что-то с вами, он вообще... Я шутил, я вот... Что с ним? Я думал, он с вами, да? Он просто в магазине картошку увидел, привязался, есть охота. Я говорю, люблю чистить. Парни, можно с вами люблю чистить картошку? Хата-то все-таки олимпийская. Да, тут все должно быть олимпийским. Ты что-то на губах оближи, а? Славик, мы начинаем по тебе немножечко скучать. Ты там еще берешься? Охренеть, не знаю, кто это, но одевает ему ботинки Глеб Писаревский. Все, Глеб, до завтра. Давай. Вот отец у меня в этом зале вот работал с 86 года. Вот, мне когда было 10 лет, это буквально вот наш этот район родительский, да, где я вот жил, учился и тренировался. Это такой вот треугольник, который все можно обойти буквально 3-4 минуты. Мне вот это, мне с этим повезло очень. Школа, приходил домой, быстро делал уроки и сразу в зал. Все под боком? Да, все рядышком. Везде температуру меряют. 35,8? Сами. Стандартно. После этого вируса. Чуть потеплело, пожалуйста, 33 уже. Да. Привет, ребята, у нас все разрядники с хорошими званиями спортивными. Других не держите, да? Сборная, это лучшая сборная команда Архангельской области по тяжелой атлетике. Элита. Элита, да. Вообще, я вот начинал вот в этом зале. Это был вот основной зал тяжелой атлетики в городе Архангельске, да, наверное, в области. Тут было 12 помостов. Вот. Какие это были помосты? Это вот резина, деревянный пол. Сейчас, естественно, это все, как мы видим, тренажерный зал, да, потому что надо людям... Ну, то есть это более сейчас востребовано, чем это тяжелая атлетика. Скажу сразу, что, наверное,
Больше 180 килограмм в этих двух залах никто не рвал. Вот так тебе вот на заметочку. Сегодня, если что, сегодня вот можешь тоже имей в виду нести свой этот след в развитии тяжелой атлетики Архангельской области. 190 на видео в этом, имеется в том зале, поднять и все. Нормально так подкинул мне мотивации. Посмотрим. 180 лучших в зале. Кстати, странно, неужели он больше здесь не поднимал? Я сам не знаю, сколько я вешу. 18 700. 18 700, вот так. Старался. Давай свой. Потом перебросим. Глеб, потом я скину и все. Вообще, тем, кому первый сезон проекта «Рывкачи» с Андреем Скоромным очень зашел, они часто второй сезон критиковали, говорили, что здесь одна болтовня. В первом сезоне было и спорт, были и известные спортсмены, и путешествия, и как-то сюжетная линия, вот где готовили Андрея Скоромного к соревнованиям. Вот это все очень нравилось, и мне самому нравилось, да. Но если каждый сезон будет похож на другой, то это тоже не совсем правильно. И еще есть моменты, когда надо поржать, а есть ситуации и моменты, в которых хочется поговорить. И сейчас тяжелая атлетика, она в такой ситуации находится, вообще вид спорта, особенно в России, что хотелось, имея возможность, как раз таки в рамках автопробега, поговорить с людьми вот о том, что вообще происходит с нашим видом спорта, с популярностью, с наличием залов и так далее. И, собственно, вот это и стало такой фундаментальной частью второго сезона. Но для того, чтобы было немножечко поживее, я сказал, что я буду готовиться к соревнованиям. То есть вот этой вот сюжетной линией спортивной в рамках этого проекта являлась моя подготовка к соревнованиям, где я планировал все-таки порвать эти 210. Я готовился, вы будете за этим смотреть, наблюдать. И, в принципе, был в довольно-таки хорошей форме. Что потом в результате получится, вы увидите. Но сам факт. И перед самим отъездом я встречался уже с Сергеем Александровичем Сырцовым для того, чтобы снять интервью. И порвал очень хорошо
190, практически даже не напрягаясь, вот по собственным ощущениям. И когда я ехал в Архангельск, я понимал, что я встречусь с Глебом Писаревским, мы будем снимать полноценную программу. Этот человек для меня очень важен с точки зрения вот как спортсмен, как соперник, с которым мы очень долго соревновались. И он уже закончил свою спортивную карьеру, но я еду к нему в зал, где он занимался, и мне хотелось именно там вот что-то прям вот много и хорошо поподнимать. И плюс еще Глеб меня, так сказать, чуть-чуть подстегнул, и все, в принципе, вот это и сложилось в плане мотивации. Но дорога, вот эта вот нехватка восстановления, недосыпы, расход какой-то энергии, возможно, да, он вот не дал мне хорошо поподнимать, хотя я действительно старался, мне хотелось много поднять. Вот. Ну, получилось то, что получилось. С Глебом никогда легко мне не было, и, собственно, и в его зале мне тоже было трудно. И уже потом, когда мы выезжали из Архангельска, ехали в Сыктывкар, я понял, что это, наверное, самые плохие дороги в России. Может быть, на данный момент, но мы просто охренели от этого. Во-первых, там очень долгое расстояние нам пришлось преодолеть. И очень долго вот большие километры, они просто очень плохие с точки зрения дороги. Поэтому, ребята, на момент автопробега дорога с Архангельск-Сыктывкар была худшая. Все остальное была красота. Кстати, удивительно, да, кажется, дороги в России плохие. Нифига, дороги нормальные. Или крузак нормальный. Кстати, не подвел ни разу, за исключением пробитого колеса, которое потом посмотрите с Израилем Асамаковым мы там в горах пробили. Ну, до этого доедем попозже. Все, до свидания. Это все душевненько. Душа нашей компании всегда же был. Что, Дима, давай. Давай. Еще раз спасибо, что... Тебе спасибо, Глеб. Что ты мне первый написал. Спасибо тебе. А вот и где слазить? Почему вы слезете? Не, вот где слезет. Стой. За ним? Да, потому что там этот. Офигеть, ребята. Это мы заехали. Это дорога из Архангельска в Сыктывкар. Скоро будет дорога. Ребята, хороший. Вот линолеум кладут. У них тут выборы скоро губернатора. Даже не то, что асфальт, уже линолеум кладут. Так меня бы прижало, ё-моё. Очень хочется на второй срок. Очень хочется на второй срок. Очень хочется, мам. Оно сейчас... А вот это что-то летит тут за пуля серебряная. Такой выбегает. Линолеум не кладем, ламинат. Электорат просит ламинат. Да, это здесь ничего не поможет. Даже 3 часа ночи. 3 часа ночи. И я даже не под спидами. Раз такой, да? Такой максимальный когнитивный диссонанс. Ура, солидно, здравствуйте. Классно. Один большой помост. У нас было раньше, например, когда я пришел в тяжелую атлетику в 2000 году, было 6 залов.
6 залов было тяжелой атлетики. И вот со временем начали залы закрывать. Сначала закрыли один, второй. Начали убирать ставки, тренерские ставки убирать. Почему? Ну, типа, не подходили по нормам, по всем этим пожарной безопасности и все. Последний зал закрыли мой, получается, там, где я тренировался, где вырос как мастер спорта России международного класса. Тоже не прошел он просто потому, что он был деревом обитый, и его закрыли. Да, хотя там все было подготовлено, ямы, все именно. То есть, и мы пытались его обратно вернуть, но нас зарезали, сделали один зал у нас теперь, хороший зал, очень большой, 16 помостов. Это спортивная школа Олимпийского резерва, да, номер 2. И вот нас все закрыли, ну и закрыли, видите, везде, то есть у нас в республике залов нет даже тяжелой атлетики, ну нигде, кроме Сыктывкара, то есть у нас не популяризируется, очень сильно не растаскивается, то есть как бокс, например. Залы штанги, они всегда такие атмосферные, со своим духом, со своим запахом, и в принципе многие штангисты и тренеры, они за это эти места и любят. Вот здесь, когда ребята тренируются, они как бы в кайфе находятся? Да, привыкли. То есть уже 2,5 месяца, и они им даже больше нравятся, чем как будто у нас сейчас по спортивной школе. От того, что атмосфера хорошая. А у нас ребята-то все свои, ну то есть как бы, мы же команда сильная, все хорошо, и к нам Вовка все, и все, кто здесь у него работает, все хорошо к нам относятся. То есть все замечательно, нам все устраивает. Я бы сам сюда переехал как тренер, и здесь бы работал с ними, бы так же бы давал бы. Все, осталось на камере. Что, порвет? Порвет, да? Я думаю, нет. А я думаю, да. Я думаю, да. Давай, Дима. Давай, Дима, соберись, поплотнее, вытащи ее. Что такое? Красавчик, да? Ну ты зверюга, ё-моё. Ну я сюда вставил, все. Тебе ничего не напоминает? Вчера в Архангельске. Я вчера такой же хренью в Архангельске занимался. Ща, еще подход. Больше, чем на соревнованиях. Димон, наверное, не чувствую выполнить. Дима, ты сейчас тоже рвешь больше, чем на соревнованиях. Так что вы очень похожи. Не, я сразу понял, что этот парень непростой. Разгоняй ее. Терпи. Я смонтирую, нормально будет. Там момент был, там я его и записываю. Здорово, подрывом вниз. Нормально. Причесала чуть-чуть. Бросил, думаю,
можно бросать, нельзя. Нормально. Что ты там, машинное масло для того берешь? Мы решили бизнес замутить сейчас. Не наливают, а я закручиваю. Я хорошо закручиваю? Да. Возьмите меня партнером по бизнесу. Учитывая, что на бутылках даже нету резьбы, ты закручиваешь вообще неплохо. Наклейки сами в машине наклеим. А что, вам надо какие-то красивые наклеечки сделать, не? Лишние затраты. Не знаю, начальство. Так, 84, 16. А не надо, без дачи. Спасибо большое. Спасибо. Твое. Ты мне кинул, чтобы я на ней сел, что ли? Ну ты же любишь. Ты всегда как говоришь, главное упражнение на силу и плюс на этот. На характер. Это садиться на бутылку. На, Дима, тоже присядь. Ну чё? Пошля. Смотри, что на зайцем, а? Готовится. Кухарка. Любишь ты эти видео портить, ё-моё. У нас не выходит контент со Славиком, потому что он каждый как-то в конце говорит, опа, и смазал, опа, и смазал. Что смазал-то? Смазал. Вы чем смазываете, ребята? Поехали дальше.